Друзья, всем привет! Это новый выпуск Mythical подкаста. Как всегда, вместе с вами Рустам Хакимов. Прическа, как всегда, блестит, как всегда, уложена. Думаешь? Я просто не вижу себя. Все нормально? Очень красиво. Хорошо. Я как зеркало, то можешь в глаза мне посмотреть. Только правда... Кривое зеркало, знаешь. Ай-яй-яй. Маленький секрет, на самом деле, это не его настоящие волосы, это, парик. Высокотехнологичный, из наночастиц. Это маленький секрет, Маленький. который рушит мне жизнь в кадре сейчас. Айдар Нагуманов с естественной своей гривой, шампунь, лошадиная сила. Жумай сынба. И Данил Пересторонин. Что у нас сегодня? Что у нас к обеду? Я вот даже так скажу. Да. Знаю, что многие кушают. Во-первых, всем приятного аппетита. Во-вторых, не забывайте подписываться, ставить лайк, писать комментарии. Нам очень хочется, чтобы нас смотрело и слушало гораздо большее количество людей, чем сейчас. Вот. И в ваших силах, собственно, это сделать. Планируем на китайский рынок уходить, кстати. Скоро. Скоро, да. Чуть-чуть и начнем на китайском говорить. Да, полностью перейдем на китайский. Так вот, в прошлом выпуске у нас был мститель в маске, который из-за войны взялся за оружие. А в этом выпуске у нас совершенно противоположная личность. Это человек, который отказался носить оружие на войне. Вот оно Это что. парень, про которого сняли по соображениям совести. Да ну, Эндрю Реально. Гарфилд, собственной персоной. Ну, не Эндрю Гарфилд, а Дезмонд Дос, которого он играл. Кстати, очень хорошее кино. Очень классное кино. Если кто-то не смотрел, ребята, обязательно советую посмотреть. Я только не досмотрел последний 20 минут. Мгм. Почему? Ты смотрел? Да, я смотрел, несколько раз пересматривал. И там же в конце фильма вроде интервью еще вставляли, да? Да, самого Доса. Самого этого. Да, тогда... Но это были уже, кадры, потому что он умер до съемок, естественно. И сегодня как раз-таки обсудим, что это был за человек, как он вырос, какие были у него взгляды, в чем отличие фильма от реальной жизни, потому что я вам такой маленький спойлер дам. Если в Голливуде принято немножко приукрашивать истории, то здесь Мел Гибсон, который, режиссером картины выступил, он во многом принизил все качества и все заслуги Дезмонда Доса. А что это так? По одной простой причине его подвиги были настолько широкими, их было так много, и они были такими невероятными, что Мел Гибсон сказал, я не буду это показывать на экране, потому что зритель мне не поверит. Вот так вот. Он и когда Иисуса снимал, значит, не всю красоту Иисуса показал. Да? Не поверит. Да, вот. Дезмонд Дос сегодня, ребят. Поехали. Поехали. Дезмонд Дос был американским капралом, служившим в армии США во время Второй мировой войны. Он был боевым медиком и спас жизни многих солдат во время войны. Это такая маленькая прелюдия про него. Родился он 7 февраля 1919 года в городе Линчберге, штат Вирджиния, США. Его отец Уильям был плотником, который прошел в свое время еще Великую войну, тогда так называли Первую мировую. Вот. А мать Берта была домохозяйкой и работницей обувной фабрики. Вот. У Дезмонда была старшая сестра по имени Одри. Ее, кстати, в фильме не было. И был младший брат по имени Гарольд. По этим же соображениям, да, сестру не ставим, не поверят. А сейчас заметили, как прикольно? Если женщина работает, это у нее две сразу особенности. И домохозяйка, и работает. Да, Мужчина только да. работать может, все. А мужик просто плотник. Он не Просто домохозяин. Вот. Но, кстати, на самом деле с отцом его очень хорошо передали его вот это психическое состояние, потому что он был ветераном Первой мировой. И из-за того, что он на этой войне потерял большое количество своих боевых товарищей, друзей, с которыми вырос, у него пошатнулось здоровье, он постоянно пил, он был очень буйным. Тем не менее, мать говорила, что он хороший человек, она его любила, так или иначе. Вот. И у них был конфликт, но не с отцом и матерью, как вот показали в фильме, а у отца Дезмонда с его дядей, то есть с братом мамы. Вот. И как раз-таки вот эта история, когда вот он чуть не убил мать, на самом деле он чуть не убил брата жены. Вот. И как раз-таки Дезмонд тогда не вступился, как в фильме, а он просто стоял, смотрел это, видел. Там в конфликт вступила как раз-таки мама его и сказала, что вот... она сказала, вот папин револьвер, иди спрячь его. И Дезмонд говорит, что это был последний раз, когда я брал в руки оружие. Вот. Мама оказала на него очень сильное влияние.
она вырастила его как набожного христианина, адвентиста седьмого дня. Адвентисты Это да, седьмого пожалуйста, дня. Да, тут пояснение. это, короче, ответвление христианства, это протестанты, которые, ну, какие у них были отличительные черты? Они верили в скорое пришествие Христа, второе пришествие Христа, что вот скоро судный день и так далее. Они чтили 10 заповедей по превыше жизни. Для них это были вообще непоколебимые законы. Что у них еще такое было? Ну они типа придерживались вегетарианской диеты. Они чтили субботу, что очень важно. Типа им по субботам нельзя было ничего делать, ничего работать там и так далее. Они должны были себя в этот день посвятить молитве. Вот. И это, забегая вперед, доставит огромное количество хлопот Дезмонду. А вот, кстати, знаете вообще, почему вот евреи по субботам ничего не делают? И вот во многих религиях есть такая штука. Ты знаешь ответ? Да. Давай. Ну, то есть это типа было придумано, практическое применение этого было, чтобы люди... То есть если люди будут работать без выходных, вот будут всегда работать, что-то делать, они очень быстро начинают болеть. Это типа был такой религиозный выходной ради здоровья. Ну, логика в этом такая. Ну, типа как пост, да, тоже ради здоровья. И пост тоже, ну, не только же ради здоровья, а в том числе обычно посты всегда идут после зимы. Когда уже не остается запасов. Да, запасов не остается, еще что-то, и населению нужно было объяснить, почему мы сейчас мясо там, меньше едим или вообще не едим. И все такое, чтобы человек был морально к этому готов, не только физически. Ну и в целом, наверное, разгрузка. Есть больше овощей после зимы, это очень полезно. Да в целом надо есть больше овощей. Ну да, а после зимы как раз авитаминоз, вот это вот голодание по солнечному свету, еще что-то. Под конец зимы все сыпаться начинают, поэтому ешьте фрукты и овощи. Вот сейчас особенно. Сейчас самое время. Здесь дело не в религии, здесь просто это просто полезный полезно. Совет для здоровья. Так вот, Дезмонд как раз-таки после того случая нападения на дядю ненавидел оружие, и вот это соблюдение одной из главных заповедей «не убий», чтобы его соблюсти, он решил, что вообще лучше не касаться оружия и вообще его никогда к нему не притрагиваться. Это самый верный способ. Вот. Ты как в этом, я вчера фильм смотрел про этого, который снимался же в этом, «Во все тяжкие»-то. Как его? Уолтер Уайт. Да, он как будто... Брайан Крэнстон. Да, вот он как будто внедрен в мафию наркобарона-то известного. Пабло Эскобар. Эскобар. Не смотрели этот фильм? Нет. Там момент такой был, когда чувак в машине едет. Вот, говорит, в Библии написано: не убей, не укради. Для кого писали вообще? А сам бандос, да, какой-то? Ну да. Его потом убили, кстати. Дезмонда самого характеризовали как очень доброго, как очень отзывчивого человека, мальчика еще тогда. Были даже неоднократные случаи, когда он просто по радио слышал, что там какой-то несчастный случай, там кому-то нужна кровь, он шел и сдавал кровь в поликлинику, больницу, которая находилась в 3 милях от них, пешком доходил туда, сдавал кровь, пошел обратно. Прикиньте, Миля, по радио. Раньше по радио говорили, что кому-то нужна кровь. Да. Времена, да? Ну да. Ну а что, радио все слушали, как сейчас все в Инстаграме, не в Инстаграме, а раньше сидели, помните, в Инстаграме? Можно было, сейчас нельзя. И что? Я хотел сказать, забыл. Про радио. Про мили я хотел спросить. Про мили? Это же больше километра? Больше километра. 1,20, что ли? То есть, в целом, где-то километра 4 в одну сторону он проходил. Когда они в вот среднем. уже придумают нормальную себе исчисление? Вот что там они, зачем они так делают? Очень глупая система. Человек, который просто кидал кубики и придумывал, сколько чего в чем. Вот эти фунты, что там Фунты, еще? ярды, унции. Ну это же вообще... галлоны. Это как мы до сих пор бы... Температура. Фаренгейт. Фаренгейт тоже у них, да. Тоже, да, дурацкая, по-моему. Дурацкая система. Они одни остались, по-моему, кто это делает. Да. Странно. Это как мы бы сейчас аршинами мерили, да? Или локтями. Типа того. Тем не менее, Дезмонда с детства характеризовали как очень стойкого и при этом беспощадного мальчика, потому что даже Гарольд, его младший брат, никогда старался с ним не бороться, даже в шутку, потому что говорил, что Дезмонд не знал, когда остановиться. Да ну. Да. Вот этот в фильме показывали, где он там кирпичом ему ударил. Чуть не убил. Чуть не убил, да. Такого на самом деле не было. Гарольд говорил, что никогда он меня не бил кирпичом. Но вот этот характер его, что он никогда не знал, когда остановиться, это вот как раз-таки вот для этого и был показан вот этот эпизод.
А в чем это проявлялось-то? В том, что он, в смысле, драться-то он не отказывался на кулаках? Имеется в виду, что? Ну, когда в детстве, да. В детстве, то есть у него еще не было вот этой ярой веры, так скажем, религиозности. Он не отказывался биться, но тем не менее, когда вот уже, будучи взрослым, более ответственным, он типа мог, как сказать... Вот он даже, вот, как я говорил, что он сдавал кровь, он мог ходить несколько дней подряд. Хотя официально в больницах запрещали сдавать кровь несколько дней подряд, но тем не менее они как бы его уже знали как условно постоянного клиента и в какие-то дни были даже не против. Они понимали, что он просто по доброте, несмотря на то, что вот он может даже себе вред причинить. Поэтому вот он был таким оторвой, так скажем, в этом плане. Да. Вот. Настойчивым парнем. Очень настойчивым. В марте 1941 года он начал работать столяром на верфи. Работа давала ему, как сейчас говорят, бронь от армии, отсрочку. Как раз тогда вот только-только началась Вторая мировая. Вот, в 1942 году как раз Штаты вступили во Вторую мировую войну, и он, несмотря на вот эту свою бронь, пошел добровольцем. Он чувствовал глубокий моральный долг перед Родиной, что вот все его ребята записались, а как бы по отношению к нему это как бы нечестно, несправедливо, что у него есть такая вот бронь. Вот. Отец, естественно, был против, он видел ужасы мировой войны и говорил, типа, я не хочу видеть, как тебя принесут там в гробу и так далее. Он присоединился в итоге к армии США 1 апреля 1942 года в Вирджинии. Его отправили в Форт Джексон в Южной Каролине для обучения в 77-й пехотной дивизии. Можно? Да. Вот у меня такой, вот очень момент такой важный. Я всегда и в фильме о нем думал. Когда ты отец, и вот сын вот уперто говорит, я пойду на войну. Вот как это вообще можно... Вот я пытаюсь понять... Как отпустить сына? Как это пережить, как его отпустить, да. Ну, то есть, а в итоге же он как бы, очень многим помог. Да. И вот этих вещей же, естественно, заведомо не знаешь. Ну да, то есть родители, наверное, самый худший вариант всегда рассматривают, что там еще не доедешь, уже там что-то случится. Мне кажется, же ничего не мог сделать, по факту. Нет, дверь запереть, там это, все. Ну а что, это же не твоя собственность. Тебе приходится просто смириться с этим, просто и отпустить, да? Да, действительно очень Каждый страшно. день как вообще кошмар какой-то, наверное, для родителей. Особенно для ветерана, который сам знает, что это такое. Который это слышит не только по радио, что все молодцы, наши побеждают. Да, он знает, даже если побеждают, то какой ценой. Позже Дезмонд сказал, что хотел помочь тем, кто боролся за страну, хотя его религиозные убеждения не позволяли ему носить оружие. Он предпочитал называть себя сознательным сотрудником, а не отказником по соображениям совести. Надо сказать, что Дезмонд был не первым таким вот отказником. Еще до него, во время Первой мировой, были 160, по-моему, тоже адвентистов седьмого дня, которые тоже отказывались носить оружие, но, по-моему, практически все они пошли под трибунал. Под трибунал даже пошли. И получили там от 5 до 25 лет обязательных работ. Офигеть. Сколько? От 5 до 25 лет. Офигеть. Я даже офигел от слова «офигет». Да. Из-за своей твердой веры в библейскую идею «не убий» и своей веры в соблюдение субботы он вступил в конфликт со своим начальством в армии еще со дня своих тренировок. В армейской части над ним часто издевались, его оскорбляли за религиозные взгляды. Хотя он с самого начала говорил, не надо мне винтовку, я не буду никого убивать, я хочу быть медиком, я хочу быть санитаром, я хочу спасать жизни. Его начальство, тем не менее, как бы в штыки вот эту идею воспринимает и нарочно отправляет его не в санчасть на подготовку медикам, а в стрелковую дивизию. Вот. То есть они хотели, как сказать, вот такого неудобного солдата перевоспитать с помощью нажимов со стороны его сослуживцев, начальства и так далее. Мы тебя перевоспитаем. На самом деле, с их-то стороны тоже понять можно, потому что если армия будет идти на поводу у каждого солдата, то что это будет за армия? То есть, я думаю, ни один командир не хотел бы, чтобы у него был такой товарищ. Конечно, он был обычным пехотинцем, которого, с чего мы вдруг тебя должны слушать? Нам не хватает стрелков, нам нужен стрелок, и все.
Вот. Естественно, его там очень жестко шпыняли. Говорят даже, что типа вот в фильме показывают, что его там били, хотя Дезмонд до последнего говорил, что никто к нему там рукоприкладства не было. Хотя, как бы, зная Дезмонда, он мог просто прикрыть своих товарищей, а начальству, естественно, невыгодно было писать в рапортах, конечно, что кого-то там побили в их части. Поэтому, такая ситуация. Его так же, как и в фильме, хотели подогнать под 8-ю статью о том, что он психически нездоров. Вот. Но, тем не менее, Дезмонд все вот эти нападки, все вот эти постоянные, как сказать, на него гонения, он все это терпел, унижения эти все. Постоянно, опять же, просил о том, что ему нельзя работать в субботу, я хочу быть медиком, мне не надо оружия и так далее. Он все это в итоге привело к тому, что начальство в итоге ему разрешило это все сделать. Опять же, там было немножко тоже не так, как показано было в фильме. В фильме, если помните, там его отправили под трибунал, и там папа пришел, который пришел с письмом от там своего начальника там какой-то дивизии. На самом деле... ветерана. Да, вот. На самом деле было не так. На самом деле Дезмонд... или сам Дезмонд, или вот кто-то из его родственников написал... в Вашингтон какому-то священнику, их знакомому. И уже этот священник поговорил с каким-то своим знакомым генералом, и вот этот генерал тоже просто звонит, говорит, у вас там что-то вот такая ситуация, нам что, приехать, что случилось? И те уже поняли, что, поднялся большой кипиш, раз уж из Вашингтона пишут, звонят, то проще замять, закрыть дело. И, разрешить ему носить оружие. Мне вот только непонятно, как он по субботам отдыхал. Вот так, его просто, не ставили в наряды, и разрешали ему проводить там время в молитве, и все. А если боевые действия там идут, он же участвовал? Вот это да, вот это был одна из самых главных претензий начальства. Говорят, да, ладно, мы попросим врага не наступать по субботам. Ты что? И он говорил, это моя религия, она мне запрещает. Я не могу этого сделать просто по... То есть он даже спасать не мог никого в субботу? Он вообще ничего не мог делать в субботу. Сериал. Я и больше скажу, потом в конце произойдет дикое совпадение. А я о нем скажу, да. В итоге, после завершения обучения, он был направлен в 307-й пехотный полк 77-й пехотной дивизии армии США в качестве боевого врача. Его дивизия была направлена на службу на Восточном фронте в Азии для борьбы с японцами. Он был признан бесстрашным солдатом-медиком, который не заботился о своей жизни, ухаживая за ранеными на поле боя. В фильме показана уже одна из последних битв, битва за Окинаву. Она была 5 мая 1945 года. И когда... не знаю, как у вас, вот лично у меня, когда я впервые слышу, что 5 мая 1945 года, кажется, что там, легкая прогулка, потому что вот-вот капитулирует Германия, там уже Рейхстаг вовсю берут, но на самом деле, что до капитуляции Германии, что после, там были, ожесточенные бои продолжались, особенно... С Японией уже. С Японией, да, потому что там даже вот только в битве за Маньчжурию 3 миллиона солдат СССР и Японии схлестнулись. По обе стороны. Офигеть. 3 миллиона. А это было вот как раз в мае 45-го. Вот. А вообще, битва за Окинаву, в которой участвовали США, она в целом была, несмотря на то, что это уже май 45-го, она в целом была одной из самых сложных операций для Соединенных Штатов Америки. Там очень сильно японцам... Во-первых, японцам очень сильно помогала местность. Очень такой необычный, сложный рельеф для взятия и очень легкий для оборонения. Вот. Во-вторых, японцы, когда ты идешь, зная, что вот-вот закончится Вторая мировая в атаку, и ты побеждаешь, тебе не хочется умереть в конце войны. Конечно. А когда ты проигрываешь, тебе уже плевать на все, ты идешь на смерть. Моральные вот эти факторы совсем по-разному играют. Вообще, да. И то есть в ополчении японцев брали, призывали даже всех девушек старше 17 лет, их тупо вооружали копьями из бамбука, и все, вперед на войну, короче. В фильме еще показано, что они жертвовали своей жизнью, японцы. Да, прям для жестко. них это было вообще нормально. И больше того, они прокачали тактику засады до мега уровня, короче. Вот. И как раз-таки местность была максимально подходящей под засады. Там было мало того, что было очень много хребтов и всяких ответственных склонов, так там еще было очень много холмов, в которых были
туннели естественного происхождения, и за годы войны эти туннели были японцами еще и прокачаны, потому что они их между собой соединили. Там, по-моему, в конце апреля корабельная артиллерия пальнула пару раз по вот этим туннелям, и когда дым, они пальнули в одну, а дым пошел из 30, офигеть. Они поняли, что, там как бы все нормально уже прокачано, и будет тяжело биться, потому что откуда они вылезут, непонятно вообще. Типа, понятно, что нам жопа, но что с этим делать, непонятно. Слушайте, а вот что-то я вспомнил. Про камикадзе вообще вы слышали? Да. Понятно, что они были, да? Угу. Я не помню, кто мне рассказывал, но, камикадзе же не просто так становились. Это же были, во-первых, пилоты, правильно? Да, это были наскоро обученные пилоты. Давали им вот эту грамоту, про которую я слышал? Какую грамоту? Это не факт, что правда. Вот сейчас Айдар нам скажет, вот это будет правда. Вот это будет правда. Давай. Я слышал, что, вот условно, у камикадзе вылет там 20 июня, например, и ему там за 2 или 3 дня дают такую грамоту, что он является камикадзе, и типа он с этой грамотой может зайти в любой бордель, в любой бар, в любой и везде его должны обслужить бесплатно. Слушай, это похоже на правду. Мне почему-то кажется, что правда. Это похоже на правду, потому что камикадзе, человек, который шел на смерть, зная, что идет на смерть, и дабы таких людей... из-за того, что это же как появились камикадзе? Они появились в конце войны, когда уже, понятно было, что проигрываем, но воздух надо было как-то оборонять. И вот пилотов наскоро обучали взлетать, но не обучали садиться. Понятное дело, что они шли на смерть. И чтобы такие люди шли постоянным потоком, потому что техника была... Их надо чем-то мотивировать. Да, их надо было чем-то мотивировать. И, во-первых, было, что там вот как-то их по религии убеждали, что, условно, там вам грехи отпускаются, там какая-то индульгенция условная. И, во-вторых, последние пару дней вы можете позволить себе все, что хотите. Прикольно. Так что это, похоже на правду, по крайней мере. Ничего прикольного, просто интересный факт. Да. Если вдруг вы не знали. Да. Кстати, подписывайтесь на наш канал. У нас еще и интересные факты. Они же теперь на нашем канале выходят? Теперь уже, да. И теперь мы уже на основном канале тоже публикуем интересные факты. Shorts. В разделе Shorts, да, заходите. Да. Так вот, и вот этот ужас и мясорубку, которая на Окинаве творилась, Мел Гибсон как раз-таки показал очень хорошо, прям на ура. То есть там реально были жестокие бои. Единственная накладка вышла как раз-таки с Дезмондом Досом, которого в фильме показали, не прям, чтобы он прям новенький солдат, да, совсем зеленый, но не таким, какой он был на самом деле. Потому что к маю 1945 года он уже успел получить 2 бронзовые звезды. Это одни из самых высоких наград за отвагу в США. Да. Первую он получил в Гуаме, где с июля 1944-го трудился медиком и отметился тем, что добровольно ходил вместе со спецназом в патрули, хотя его никто об этом не просил. А вторую бронзовую звезду ему дали за освобождение Филиппин. Там медик сначала пробежал 200 метров к 2 раненым солдатам, а потом тянул выжившего под шквальным огнем еще 200 метров на глазах у сослуживцев. Когда уже он прибыл на Окинаву, когда они пришли вот это остров зачищать и там освобождать, так скажем, в храбрости Дезмонда там вообще никаких сомнений не было, никаких иллюзий никто не питал. Все прекрасно знали, что вот этот парень будет вообще в самое пекло. Куда угодно, но он тебя спасет, да. Мне, кстати, помните, в фильме там стояла такая, лестница, да, сетка такая, да, по которой они забирались. Меня всегда удивляло, почему она висит, почему сверху ее не чикают? Чик-чик-чик. А потому что... Ладно, давай после этого Ты расскажу. Знаешь. Да, хорошо. В мае 1945 года Дезмонд участвовал со своим взводом в битве за Окинаву. Просетка сейчас как раз и будет. Часть его дивизии получила приказ захватить склон Маэда. Это как раз-таки крутой склон плато, названный американскими солдатами Hacksaw Ridge, то есть хребет-ножовка. Хотя, когда ты вводишь, отдельно Hacksaw, вводишь Ridge, получается хребет-ножовка. А когда это словосочетание, это по соображениям совести переводится. Интересно. Вот. Его дивизия как раз-таки и помогала солдатам подняться на плато, потому что захватить вот этот верхний, так скажем, край было крайне сложно. Его обороняли эти японцы. И после артподготовки, так скажем, когда там прям массированно наносился удар с корабельных или танковых этих
орудий, они как раз-таки туда забирались, и 6, по-моему, или 9 раз они пытались взять этот склон, потому что, когда они забираются, естественно, артподготовка убирается. То есть нельзя бомбить, потому что там свои. И оттуда сразу вылазили японцы, и сразу начинали шквальным огнем посыпать всех американских солдат. И вот они то ли с 6-го, то ли с 9-го раза смогли взять вот этот край, так скажем, буквально пару метров от края. И Дезмонд был одним из тех, кто прикреплял вот эту корабельные сети, которые они взяли на палубах, вот, чтобы форсировать этот склон. Офигеть. Как они держались? Вот, В смысле? Интересно, Сети? Ну да, там такая большая сеть, я вот помню в фильме, и наверху всегда японцы. Да. И как бы там же были моменты затишья, и никто не контролировал, почему японцы не резали эти сети. Ну, это же тоже надо подойти и отрезать. Да, им надо подойти, чтобы резать. Как только они подходили к краю, их отстреливали люди, которые были внизу. Я просто не представляю, насколько это страшно. Это невероятно страшно, потому что, во-первых, страшно именно тем, кто ползет туда без сетки. Потому что ты, во-первых, можешь сорваться в любой момент, ты можешь... У тебя обе руки заняты, ты не можешь обороняться, потому что ты только вылезешь, тебя просто сразу, и все. Поэтому... Погодь. Да, так нельзя сделать. Да. Вот, поэтому, да, это все, конечно, по всем законам военного дела, то есть артподготовка, массированные бомбежки, которые, кстати, японцы переживали очень легко, просто прячась вот в этих тоннелях. Эти тоннели были практически непробиваемыми, потому что весь вот этот остров, он практически состоит из, так скажем, скалы. Там скалистых горных пород очень много. Вот, поэтому пробить эти туннели не представлялось никакой возможности. Вот. И 5 мая, как раз-таки в день подвига, шла обычная зачистка, которая была прервана японской засадой. И японцы пачками просто вот во время вот этих засад выкашивали американских солдат. Из 300 человек, которые штурмовали, вернулось менее трети. То есть 200 с лишним человек просто остались там на поле боя. Кто погиб, кто ранен и так далее. Для медиков ситуация была еще хуже, потому что японцам реально давали премии за отстрел медиков, и они порой специально подпускали... Поближе, да? Поближе, да, чтобы отстреливать медиков, которые шли второй волной. Плюс медики, в отличие от обычных стрелков, были легкой мишенью. Если стрелок может перебежать туда-сюда быстро и скрыться, то медик, особенно медик, который несет раненого, это вообще легкая мишень, потому что он двигается медленно, ему двигаться аккуратно, чтобы человека там не убить тогда, который ранен и так далее. Я, кстати, по поводу медиков, это вообще целая история, да? Вот в фильме же «Спасти рядового Райана», помните, когда они тоже выгружались на какой-то там остров? Я не помню, сейчас давно смотрел. Не помните, там Том Хэнкс снимался? Нет, я помню, я просто забыл. Это такое очевидное... Что-то такое же. Высадка в Нормандию это была? Не помню. Но там тоже сверху, и в них стреляли с пулемета вообще. С пулемета отстреливали, то есть подъезжали они же лодки. с пляжа там, вот это самая открывающая сцена, по-моему, в фильме. Я вот помню кадры, когда просто мясорубка, там куча мертвых и какой-нибудь парень, да, просто сидит, вот уже там без ног человек, он его что-то чинит, там пули летят просто, да? Никакой защиты, ничего нет. И вот в этот момент, вот мне интересно, да, человек вообще в каком состоянии находится? Вы представляете? Когда ты реально спасаешь не свою жизнь, а чужую. Не свою, и ты всегда можешь умереть в любой момент. Да. Это что-то, наверное, вообще непонятно. Ну, это жесть вообще. И тем более Дезмонд, в отличие от всех остальных медиков, у него не было своего оружия. Он даже не мог отстреливаться в ответ. А у медиков было, да? Медики носили с собой оружие, да. Вот. И как раз-таки, возвращаясь назад, один из тоже аргументов его однополчан было то, что ты не сможешь меня защитить, у тебя не будет своего оружия. Ему даже пригрозили, один из его сослуживцев пригрозил, что в первом же бою я позабочусь о том, чтобы ты не вернулся обратно. Потому что я как я могу на тебя положиться, да. У него же в фильме конфликт был с одним солдатом. У него постоянные были конфликты. Кстати, вот этот... капитан Гловер, по-моему, его звали. Человек, его командир, который пытался его все время скинуть с себя, там, отправить домой, то по психическому состоянию, то еще по всяким причинам. А в итоге Дезмонд его спасет, с поля боя вытащит. Серьезно? Да. А в фильме не так было? В фильме он не его спасал, он другого чувака спасал, по-моему, если не ошибаюсь. Вот.
Дезмонд как раз-таки был частью штурмового отряда 5 мая, и когда он поднялся на плато, его поразили, вот эта японская контратака, не заботясь о собственной безопасности, он оказал помощь раненым американским солдатам на гребне и в одиночку спустил всех раненых солдат с плато. Его оглушило, он не получил никаких серьезных травм, и когда поступил приказ об отступлении, и, все, сходим с этого плато, он нарушил приказ, он понимал, что тут еще лежит огромное количество его боевых товарищей, и, его убеждения внутренние не позволяли ему бросить их, умирать. Вот. Он отказался оставить даже одного солдата, хотя его собственная жизнь была в опасности. Работая непрерывно в течение 12 часов в условиях сильной артиллерийской стрельбы, разрывов снарядов и рукопашного боя, чтобы спасти как можно больше солдат. В конце концов, ему удалось вернуть всех раненых в безопасное место. Он спускал примерно по 6 человек. По этой сетке? Да. Они же там как на веревке. Он говорил, что, как оказалось, вот этой веревки, по которой он спускал солдат, не хватало для того, чтобы спустить его как надо, то есть по всем правилам, да, чтобы человек там это... И ему, по его собственным словам, Господь внушил мысль про узел, который он якобы вязал один раз в своей жизни, и вот благодаря вот этому узлу веревки требовалось чуть поменьше, и ему вот хватало. Он спускал там одного солдата раз в 10 минут примерно. Офигеть. Вот. И в 12 часов он вот так вот без перерыва работал, пока не спас абсолютно всех раненых, которых там нашел. Сколько там был человек, неизвестно? Тут расходятся данные, потому что сам Дезмонд сказал, что он спас 50 человек, а его командир, ошалевший вообще от такого героизма, написал цифру 100. Вот, он говорил, что это там не меньше сотни раненых. И в итоге сошлись на 75. То есть в официальных рапортах... Усреднили, короче. Да, такое среднеарифметическое, 75. Вот, хотя Дезмонд всегда подчеркивал, что реально цифра поменьше была. Вот. Но на этом чудеса тоже не заканчиваются. Один из японских солдат... то ли снайпер, то ли просто стрелок, клянется, что видел Дезмонда в прицеле своей винтовки 4 раза за битву, и каждый раз его винтовку клинило. Серьезно? Да. Этого в фильме тоже не было. Это один из тех моментов, про который Мел Гибсон сказал, чуваки, если я это покажу, меня просто заклеймят, что это просто, какого-то супермена создал, которого даже пули не берет. Вот. А где они этого японца нашли, который это все сказал? А это один из японцев, который давал уже интервью в документалках после войны. Уже намного позже, да. Он говорил, у меня вот этот медик, я знаю, я видел этого медика, и у меня был, в прицеле 4 раза, и у меня 4 раза клинило винтовку. Это что-то совсем невероятное. Веришь в это? Об этом снимают фильмы, как минимум. Нет, я только конкретно про винтовку. Ты думаешь, он хайпануть хотел? Мне кажется, как будто да. Нет? Вполне возможно. С одной стороны, он был очень легкой наживой. Да. То есть его мишень был легкой, да. Но тем не менее, смотрите, надо тоже понимать, что он, конечно, там бегал и спасал один, но раненые солдаты, которым он помогал в тот момент, они тоже как могли отстреливались. То есть, понятное дело, что японцы там никого не было. Прибегали и зачищали, но вся, там постоянно была артиллерийская подготовка, артиллерийский массивный удар. Вот, поэтому японцев бегало не так много, но они бегали все равно. Они пытались его застрелить, потому что понимали, что человек там спасает людей. И когда он подходил к какому-то раненому, у раненого при себе винтовка есть, да. И пока он ему какую-то помощь оказывает, раненый отстреливает японцев, которые подходят. Вот. И еще прикол был такой, что когда его командир отчитывался о погибших, ему, у него спросили, сколько погибших, он там сказал, вот столько-то. Ему сказали, а почему так мало? Потому что, привыкли, что на Окинаве постоянно большая половина, 2/3 солдатов гибнет. А он там подсчитался прямо совсем о каких-то маленьких потерях, и командир ничего не нашел, как сказать, за нас Десмонд Дос помолился. Вот, то есть, и там в штабе такие, ок. Там даже в штабе знали, насколько это чувак, безбашенный в этом плане, спасает людей, да. Он прям прогнул, эту систему. Да, можно и так сказать. Что результаты были. Да. Да, результаты были. Он спасал в итоге несколько сотен человек он спас, если не ошибаюсь. За всю свою службу.
Через 2 недели после этого инцидента он участвовал в ночной атаке. Лечил раненых солдат в окопе, когда у его ног упала граната. Этот момент тоже есть в фильме, где он немножко по-другому показан, где он отбивает одну гранату рукой, вторую пинает ногой. Это было практически то же самое, только было не в той же битве, а 2 неделями позже. Тоже особо не беспокоясь о своих травмах, он пинает гранату. Граната разрывается прямо около его ног. 17, по-моему, осколков шрапнели попадают в ноги, попадает, если не ошибаюсь, еще и в спину. И он продолжает вот в таком состоянии подбитом ползать по окопам, ползать по полю боя и оказывать помощь солдатам. Что за человек вообще? Я уже офигеть раз 100 сказал. Человек просто, невероятной силой воли обладает. Я не знаю, как это еще объяснить, потому что вот эта его заповедь «не убий», мне кажется, переросла еще и в то, что не просто не убей, но и спаси. И в этот момент происходит еще одно невероятное, как сказать, происшествие, которое тоже не осмелился Мел Гибсон экранизировать. Он эвакуирует одного солдата, раненого с поля боя. Солдат сам ходить не может. Он обхватывает его вот так вот, получается, за шею и тянет, потому что сам ходить тоже особо не может. И в этот момент в его руку попадает пуля снайпера, переламывает кость, но остается, буквально в нескольких сантиметрах от шеи солдата, которую он закрывает. То есть в руке, не на вылет. Не на вылет, да. То есть он кость таким остановил. способом спас еще одного человека, просто прикрыв рукой. И несмотря на то, что его левая рука осталась сломанной, он с помощью винтовки соорудил себе шину. Это единственный момент, кстати, когда он за всю войну взял винтовку в руки. Просто чтобы соорудить себе шину. Прополз 300 ярдов, добрался до лагеря, чтобы добраться до медпункта, и попросил помощи у другого взвода, но не для себя, а для эвакуации его пациентов. Там даже как было, по-моему, он пришел, сказал вот там, быстренько себя подлатал, опять пошел туда, 5 часов ждал, он начал латать еще одного чувака, 5 часов ждал медиков для себя, его начинают эвакуировать, тоже тихонечко на как это называется-то, на носилках нести. Он по дороге замечает чувака с пробитой головой, слезает с этих носилок, говорит: идите, несите его, потому что я о себе могу позаботиться, а он нет. И после этого, только после того, как того бойца эвакуируют, он соглашается уходить тоже. То есть этот чувак просто, я не знаю, как его описать по-другому. Сумасшедший. По-хорошему, получается, сумасшедший. Вот. Во время как раз-таки вот этой ночной атаки, когда его ранили, он потерял свою Библию. Библию, которую подарила ему жена еще до ухода на фронт, перед уходом на фронт. И, реально очень дорогую для него книгу, потому что он рассказывал, что когда очнулся в госпитале и понял, что он потерял свою Библию, он почувствовал себя опустошенным, потому что в этом как предмете он чувствовал все свои вот эти силы. Но он уже узнал об этом, будучи в госпитале, что он потерял Библию. Его сослуживцы, когда узнали, что Дезмонд потерял Библию, пошли, прорыли вообще все полностью местность, все поле боя. Это уже было после битвы. После битвы, да. Прочесали всю местность и нашли, и эту книгу и отдали командиру. Хотя командование подчеркивало, что никаких приказов по этому поводу не поступало. То есть, прикиньте... То есть это просто прям взвод собрался? Взвод, уставшие, раненые, голодные. Они пошли прочесывать, зная, что вот эта книга очень сильно дорога их медику. Вот это вот боевое братство, по-моему, называется. Это вообще жесть. Мне кажется, это те состояния человеческие, которые мы с вами за всю жизнь можем не познать вообще. Ну да. Да, это настоящее единение, когда ты понимаешь, что... Мне даже это, кажется, был не долг, что вот тебя человек спас, и я хочу ему так вот, а просто, что, это мой боевой товарищ, который, мой друг, чуть ли не сам я, поэтому, если это ему дорого, значит, это и мне дорого. Мне просто интересно, знаете, что, вот больше 300 человек он спас там, или около 300. Mm-hmm. То есть, как будто вот эти 300 человек ему должны всю жизнь, да? Вот я не знаю... Как будто бы... жизнью обязаны, да, это про это? Да, жизнью обязаны, я еще хотел сказать, как будто они могут его уже канонизировать, да? Потому что он столько семей создал.
благодаря тому, что привез живыми там мужей. Да. Представляешь? Как интересно. Мне вот интересно, ну вот как выражалась эта благодарность людей. Понятно, что, наверное, кто-то вообще забыл там сразу же на следующий день это. Но я думаю, что особенно в Они в душе помнят, наверное, это все. И насчет того, как у него складывались отношения после войны с вот этими солдатами, я не знаю, если честно, даже не... Не, вот мне просто сейчас любопытно стало. Ну, я думаю, что они как минимум, если и не навещали его там постоянно, да, они встречались там с всем вот этой бригадой там или дивизией, да, то как минимум, если у них спросить, как вы относитесь к Дезмонду, то там глубокое уважение было. Ну, это как история с списком Шиндлера. Я не знаю, в реальности так было или нет, но в фильме показывается, что целые семьи постоянно ходили на его могилу. Ну, это вполне нормально. Да. Так вот, да, и они находят эту Библию, отправляют через командира ему, пока тот лечится в госпитале. В это же время, пока он, значит, находится на лечении, его имя было рекомендовано к почетной медали Конгресса, высшей награде США за храбрость. Он, наконец-таки, заслужил всеобщее уважение, восхищение как своих коллег, так и начальства, доказав, что его религиозные убеждения и военная служба могут сосуществовать. Вручая медаль 12 октября 1945 года, президент Гарри Труман сказал: «Я считаю, что это даже большая честь, чем быть президентом Соединенных Штатов Америки». И вот здесь надо немножко оговориться, что фильм немного принижает его заслуги просто потому, что в личном деле, которое прикрепляется к вот этой почетной медали, типа за что, да, почетная медаль, в личном деле Дезмонда было около 100 страниц, описывающих его подвиги. А у любых других кавалеров этого ордена таких страниц было 5-7. Типа вот настолько этот человек был, ну, в разы круче, чем все такие же, по сути, орденоносцы, медальоносцы. Это же надо же, чтобы в взводе был еще человек, который это все записывает. Слушай, рапорты всегда есть. Рапорты постоянно надо отмечать. Понятно, что такие есть, вещи. но мне кажется, могли там полениться, забить, еще там что-то, нет? Нет, военные рапорты дело такое, их стараются делать наоборот намного, как можно подробнее, потому что ты на основе этих рапортов делаешь следующую свою атаку, координируешь действия. Ну, в принципе, да. И что там, вот достижения каждого солдата что ли расписываются? Но если они какие-то особые, то да. Да? Конечно, конечно. Если чувак, не просто выполнял приказ, а как-то проявил себя, да, сделал сверх, или там не побоялся там сделать того, что, вот, допустим, приказ один на всех, все побоялись, а он нет. Вот это тоже отмечается, например. Потому что такой приказ, во-первых, это его героизм, во-вторых, такой приказ может быть изначально неверным. Вот, то есть поэтому в рапорте такие мелочи тоже указываются всегда. Да, понятно. После войны Дезмонд поселился вместе с женой и сыном в Джорджии, а затем переехал в Алабаму также со всей своей семьей. В 1946 году, то есть год спустя, как он вернулся с войны, его настигли военные раны. Ему поставили диагноз туберкулез, в результате которого удалили 5 ребер и 1 из легких. И почему? Вот из-за ран таких. Там в целом поймите, что там подхватить какие-либо болезни было за здрасте. Погода, постоянные там дожди и так далее, слякоть, грязь, постоянный стресс, ты под бомбежками, у тебя еще ранения, инфекции, подхватить любую заразу. То есть вот этот туберкулез, он, возможно, и не только туберкулез. Там все подряд. Там, возможно, было, да, еще куча сопутствующих болезней. Поэтому, да, вот он 5 ребер, 1 легкое. Позже он еще и оглох от антибиотиков, которые ему назначили врачи. Вот. Он получал военную премию, как это называется? Пенсию, да, военную пенсию. По ней же получал эти антибиотики, но антибиотики тогда были не самые, так скажем, хорошие. И вот он как раз от обильного их употребления полностью оглох. Тут на сцену выходит его жена Дороти. С ней он, как и в фильме, познакомился еще до отправки на войну. Но в отличие от кино, Дороти стала медсестрой уже после войны. Вот, как раз-таки, чтобы ухаживать за своим мужем, чтобы работать, потому что сам Дезмонд не мог работать. Он раз за разом пытался там какую-то новую профессию освоить, но здоровье все-таки ему не позволяло. Да, здоровье он там все оставил. Конечно, да. Вот. Я в очередной раз прослеживаю такую штуку, что очень такие, хорошие люди, они как-то очень тяжело уходят, то есть умирают. Он прошел реально трудный жизненный путь. Очень трудный.
особенно вот на войне. И то есть, когда мы видим, допустим, фильм по соображениям совести, нам показывают условно 1 день боев. 1 день. А у него их было 2 года. То есть... Самое что интересное, что вот человек, которого там 100 страниц в деле, награда Конгресса, там вот эти медали за отвагу всевозможные, что жене его все равно приходится идти на работу, что ему приходится там искать какое-то себе применение. Как будто там в государстве должно вообще этой пенсии и все финансовые вопросы этой семьи закрыть. Мне даже, знаешь, кажется, за что... такие подвиги. Как будто даже если не государство, то вот люди, которых он спас, должны как-то участвовать в его жизни, нет? Не знаю насчет друзей там и тех, кого он спас, да, это все-таки личное дело каждого. А вот насчет государственной пенсии военной, скажу так. Эта государственная пенсия, она, конечно, покрывала часть каких-то нужд, но очень большая ее... Если бы, допустим, он вернулся абсолютно здоровым, возможно, и не было бы нужды в деньгах. То есть он на лекарства? Он очень много тратил, да, именно на лечение, на уход за собой и так далее. Да и плюс, мне кажется, как раз-таки в случае с Дезмондом Досом, сам по себе человек, воспитанный на религиозных убеждениях, что он должен приносить миру пользу, нет, это он уже другой сам вопрос, хотел работать. Это другой вопрос личного там, желания там, с деревом работать, еще там, какими-то такими. Да, вещами, но я думаю, что потому занять. что он искал работу не потому, что у него не хватало денег. Это была не первая причина. Да, нам неизвестно. Просто жена пошла работать, я поэтому спросил. Жена пошла работать, потому что это уже были 60-е, 70-е, 80-е годы. Там уже немножко по-другому относились и к женщинам, и понятно. вот это все дело, да. Поэтому, она шла работать на работу, да. Вот. В 91-м году Дороти погибла в автомобильной аварии, а сам Дезмонд ушел из жизни в 2006 году. Офигеть. Да ладно, в 2006 году. В 2006 году. Он очень долго его история, естественно, известна очень многим, в том числе многим режиссерам. И очень многие режиссеры хотели экранизировать, они приходили к нему и просили права. Он всем отказывал. И уже после смерти в 2016 году, я не знаю, как Мел Гибсон это смог сделать, наверное, там через родственников и так далее, через сыновей, 100% внуков. через сыновей, внуков. Да, он уже экранизировал все под чутким руководством, под чутким бдительностью его. Вот опять же, вот такой момент спорный. Вот если человек не хотел, да, он же не просто так, наверное, отказывался. Я не знаю, почему он, кстати, отказывался. Он, возможно, вот опять же, мое личное мнение, прочитав биографию его вдоль и поперек, у него просто не было желания делать из себя героя. Он не хотел, чтобы его, он не считал себя каким-то особенным. Хотя, кстати, именно его пример послужил уже после войны примером для многих других адвентистов седьмого дня. Около 1000 человек стали добровольцами, которые записались в армию США санитарами. Там, правда, немножко очень другая история с ними произошла. Их использовали в качестве подопытных для биологического оружия. Кошмар какой. Серьезно? Да. Им напрямую говорили, что, ребят... у них по религиозным, по религии, они ели то и вели такой образ жизни, что у них было очень хорошее здоровье. Даже если помните, в фильме показано, как Дезмонд Дос на вот этой тренировке в полосе препятствий он всех обгоняет. Да. То есть у него здоровье было ого-го, несмотря на то, что он был щуплый, какой-то такой весь худощавый и так далее. Здоровья у него было очень много. И это как раз-таки из-за вегетарианской диеты, из-за постоянной работы и так далее, и так далее, и так далее. Все в основном как раз про религию. И адвентисты седьмого дня тоже славились своим хорошим здоровьем. И как раз из-за этого их правительство США привлекло в один из своих проектов, когда они были привлечены в качестве подопытных для того, чтобы понять, как работает биологическое оружие. Им прямым текстом говорят, что вы полезнее в качестве подопытной свинки, чем Капец. с ружьем в руках. Ты в конце обещал рассказать про субботу. Ты говоришь, оно как-то сыграет еще. Да. Последний штурм, как раз-таки, который показан на Окинаве, он происходил реально в субботу. И вот этот момент, если помните,
когда стоит рота солдат, Да. молится Дезмонд, и ему там говорят, в чем проблема, почему вы не наступаете? Типа они говорят, мы ждем, пока Дезмонд Дос помолится за нас. И это реально было так. Ему сказали, что, мы понимаем, и, мы принимаем, что тебе нельзя сегодня ничего делать, потому что сегодня суббота. Мы уважаем твой выбор и так далее. Но сегодня вот так уж вышло, такой вот день, финальный штурм. И, типа, если ты можешь, то, пожалуйста, будь с нами, потому что все солдаты, как бы зная, что Дос участвует в атаке, они шли намного бесстрашнее вперед, потому что знали, что их, если что, Дос их спасет. И в итоге он пошел. И в итоге он сказал, типа, по-моему, он созвонился с какими-то там священниками или встретился с кем-то, в общем, посоветовался, и ему убедили, что да, ты помолись, а потом, типа, можно. И он реально помолился, и они все пошли в атаку. В последний финальный день. Очень вдохновляющая история. Вообще, я когда это смотрел, читал, и все, у меня прям слезы наворачивались от того, насколько этот человек может быть реально героически, может самопожертвованием заниматься, не думая о себе вообще. Почему вот когда читаем такие истории, типа ком, накатывает? Да. Почему это происходит? Потому что ты понимаешь, что ты так не сможешь. Ты плачешь над собой, что ли? Ну нет. Сачу, ты видишь что-то великое. Я не знаю, у меня слезы наворачиваются, когда я косаток вижу и китов. Вот я ничего не могу с этим делать. Что-то невообразимо красивое, вдохновляющее. А ты видел косатку? В Ютубе. Не, вживую я бы вообще... Хочу пореветь, включу косатку, да? Ребят, если что, в телеге, в которой можете подписаться, кстати, скидывайте видосы косаток, чтобы посмотреть, как Даня плачет. Да не, это же не каждый... Я просто говорю, как ты смотрел, и мне так, впечатлило. Не видели видео, где их там трогают так руками? Нет. С ума сойдешь. А у меня волынка, кстати, шотландская. До слез. Трогала? Да, всегда до слез. У меня ощущение, что как будто эта мелодия... Вот я домой возвращаюсь. Она жалостливая какая-то все равно. Не знаю. Она ноющая, вот так бы даже сказал. Нет, я-то плачу не из-за того, что она ноет, а потому что у меня ощущение родины какой-то, прикинь. Вот так вот. Может, у тебя шотландская кровь течет? Как сейчас? Вместе с шотландским виски. Скатализировала. Может, я переборщил с шотландским виски, что теперь от волынки плачу. Ладно, друзья, это был Мюзикл подкаст. Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, Даниил Пересторонин. Пока-пока. Пока.